Ох уж этот Феликс, все у него продумано. А что думает стража по поводу синдиката? Стража не в курсе. Не вся, если быть точнее. Ричардсон и его люди зарекомендовали себя как честные и добропорядочные граждане. Они иногда делают пожертвования, благотворительность и собирают призовые фонды для боев на арене, а также занимаются перевозками грузов по морю. Капитан Арос долгие годы пытался взять синдикат за задницу, но безуспешно. Что здесь произошло, черт подери? На меня напали, пока тебя не было. А где был ты? Где был я? Ты мне сначала объясни, какого хрена ты устроил потасовку в моем доме, Николас. Я недавно наблюдал за Джеффри, так что, может, я смогу что-то рассказать. Он тут иногда приходит, что-то обсуждает с трактирщиком, а потом идет в крепость. Удивительно, что его часто принимает сам Эйтрик. Вы же знаете Эйтрига? Вам обязательно стоит посетить турнир в Сократе. Вот и увидите, это будет настоящее шоу. Приглашаю вас как представитель бойцов Дортмунда. Победив один раз, я буду побеждать снова и снова. Успех порождает сам себя, Йохан. Что ж, может, ты и прав. Пущай же сам Сократ будет свидетелем нашего боя. Скажи мне, что это не так. Райан, мне все же не до конца понятно, что мы собираемся делать. У меня есть крохотное подозрение по поводу турнира. Мне думается, громилы из Заберега что-то задумали. Ты не обращал внимания на то, что в последние дни они слишком часто покидают город? Как будто сменами. Сначала одна группа, затем другая. И так пока все не выполнят какую-нибудь свою задачу. Молодец. Я всегда знал, что ты сообразительный. Жаль, Ник этого не замечает. О, гляди, они идут. Райан, у меня есть план. Следуй за мной. Доверюсь тебе. Я приветствую всех собравшихся сегодня здесь. Каждый из вас посчитал себя достойным прийти сюда, дабы доказать этому городу то, что вы являетесь лучшими из лучших на этом острове. Кто-то из вас пришел сюда за славой, кто-то лишь для того, чтобы помахать кулаками. Другие же не тешат себя иллюзиями об известности и всеобщем почитании. Таких из вас я понимаю более чем полностью. Но зачем же тогда некоторые стоят здесь и сейчас и слушают то, что я пытаюсь до вас донести? Верно. Награда, что положено сильнейшему из сильнейших на этом турнире. Тот из вас, кому хватит сил одолеть всех воинов этого турнира, получит в награду лично от властей города себе в надел дом в верхнем квартале Санкранта и огромный мешок золотых монет в придачу. Уверяю, данный турнир является особым событием в этом году, и за такое представление полагается достойная награда. Для нас богатство, для Белиара господство. Ха-ха. Золото не главное. Уважаемые господа, рад, что вы пришли. Позвольте, я все вам тут покажу. Я заготовил кое-что особенное на этот турнир. Уверен, это вас впечатлит. Довольно, Джеффри. Ты встречаешь нас так, будто видишь нас обоих впервые. Покажи нам лучшие места. Хорошо.
Мне есть чем с вами поделиться, шеф. Выкладывай. На нашей стороне в этот раз будет биться молодой предприимчивый наемник по имени Николас. Что с Феликсом? Обычно он всегда выступал со стороны синдиката, не считая других наших бойцов. Он сказал, что не сможет выступить в этом году. У него есть дела. Джеффри, если ты не хочешь видеть его в качестве участников на арене, то так и скажи. Я просто... В отличие от тебя, Феликс был более прямолинеен, а ты с каждым новым месяцем все чаще юлишь. Напомни, будь добр, зачем я сместил Феликса и поставил тебя в качестве моей правой руки? Феликс устраивает скучные бои. И другим участникам совсем не оставляет шансов. Мне надоело постоянно оглашать его победы. Так и быть. Ну побереги глотку, Джеффри, чтобы громче кричать о начале боя. Добрый люд Сокранта вновь почтит нас своим присутствием. А теперь иди. Не слишком ли вы грубо с ним, сэр Ричардсон? Кто-то должен ставить их на место. Стоило мне переехать в другое место, как сразу начинают наводить свои порядки. Так всегда и бывает. Воевода Эйтрик. Но что мы все о делах да о делах? Хороший день, чтобы насладиться славным зрелищем. Не правда ли? Что правда, то правда, сэр Ричардсон. Кто из ваших бойцов сегодня участвует? Наш непобедимый Элк. Уверен, он окажется самым серьезным противником из всех. Разве что я не знаю, чем на самом деле является тот секрет Джеффри, который он нам всем обещает. Увидите, воевода. Я не стал расспрашивать Джеффри об этом сюрпризе, дабы подогреть собственный интерес к боям. В прошлом году Джеффри привез из далекого острова Харинис целую стаю гарпий. Победивший всех соперников чемпион обязан был закрепить свой титул, сразившись с этими чудовищами. Я помню. Зрелище было что надо, сэр Ричардсон. Как ты? Я в норме. Просто немного нервничаю. Надеюсь, ты все помнишь. На тебя будет смотреть половина Сокранта, парень. Ты не должен оплошать. Может, еще не поздно отступить, Феликс? Выпей. И не смей так больше говорить, Николас, черт тебя дери. Мы зашли по горло болота, а ты собираешься сдаться и утонуть? Если нет, то соберись и не трясись. Да, ты прав. Полностью прав. Давай выпьем. Вот такой настрой мне нравится. Все, я собрался. Я пошел. Чтобы лавры были у меня на столе к вечеру. Эй, тебе еще проставляться. От Храмовой площади в нижнюю часть города ведет проход. Это было всегда очевидно. Я не был бы так. Господин Джеффри! Это же чудовище! Заткнись! Еще не хватало, чтобы кто-то тебя услышал из бойцов. Чудовище? О каком чудовище он говорит? Не хочу верить, что Джеффри притащит на бой какого-нибудь мракориса из леса. Или, может быть, орка? Здравствуйте, бойцы! Я пришел, чтобы лично поприветствовать каждого из вас. Вижу, вы все так и рветесь в бой. Я надеюсь, всем вам сопутствует удача в этот день. Для кого-то этот турнир будет пропуском в новую жизнь, а для кого-то... Впрочем, не так важно. Все вы должны собраться с духом и выступить на публику. Можно вопрос? Спрашивай. Нам все еще не огласили правила боев. Ты прав, Николас. Ты прав. Поступайте так, как вам позволяет ваша честь.
Ну, как настроение, молодежь? Совсем не боевое. Что мне делать, Йохан? Не бойся получить по морде, ты же мужик, Ник! Мальчик, я тебе так скажу. Если тебе придется использовать уловки, то используй. Другого шанса у тебя не будет. Я же все знаю, почему ты так переживаешь. Знаешь? И что же ты знаешь? Ты же хочешь славы и выслужиться перед знатными лордами, чтобы они приняли тебя во внимание. А что еще нужно начинающему наемнику? Ты чего? Песок тебе все мозги вымыл, что ли? А, ладно. Приходи в себя, на ресталище еще наговоримся. Ник, вот эта встреча. Хотя видеть тебя здесь вовсе не удивительно. Килл, я надеюсь, нам не придется сражаться с тобой в одном раунде. Если выйдем в финал, то придется. Но ты не переживай, я буду сражаться без лука. Знаешь, мне немного страшно. Тебе есть что мне подсказать? Подсказать вряд ли, но один твой друг по имени Райан передал тебе вот это. Сказал, нервы успокаивает. Что это? Райан выбрал не тот день, чтобы меня скурить. Хотя, если ему помогает, значит и мне поможет, верно? Уважаемые дамы и господа, я торжественно объявляю вам о начале чемпионата Сокранта в честь 10-й годовщины от первого турнира. Мы готовились очень долго, и наконец настал тот день, когда вновь все ресталище будет говорить на языке клинков. Перед началом первого поединка я хочу сделать одно короткое заявление. Этот турнир будет особенным, ведь у нас есть для вас уникальный боец, который будет сражаться только с потенциальным финалистом. Я вас уверяю, это будет незабываемый бой. Подготовьте свои кошельки для ставок. А пока я объявляю первый бой. Николас и Джо. Джо, простой юнга родом из Бейсайда, который отвечает за свои слова. Он пришел ко мне в одном дырявом кителе и заявил, что умелому бойцу не нужно оружие, чтобы победить. Посмотрим, что он может противопоставить наемнику Николасу. Бойцы, на арену! Элис, мы опаздываем. Это в ее духе. Два молодых бойца сегодня сойдутся в поединке до первой крови. Они горячи и молоды, а душа их жаждет ваших восторженных криков. Так что встречайте этих бойцов, ведь кто-то из них покинет эту арену, а кто-то пойдет дальше. Да начнется поединок! Не моя проблема, что тебе не хватило денег на доспехи и оружие. Чёртова обезьяна.
Должно быть, он рассчитывал, что не пропустит ни одного удара. Любопытное суждение. Господа, какой короткий бой. Теперь я буду звать нашего наемника Николаса Милосердный. Вы видели, как он колебался перед тем, как совершить удар, и как долго он размышлял. Полагаю, ему было очень тяжело ранить этого босяка. Но теперь он победил в первом туре. Бойцы, прошу вас покинуть арену. Итак, дамы и господа, попрошу поприветствовать следующих бойцов первого этапа турнира. Видишь, мой план удался. Они ни за что не подумают, что их может что-то преследовать. Так вот в этом была твоя задумка? Умно. Вроде открыто дали о себе знать, но свели подозрения к минимуму. Они прошли дальше. Вылезаем. Глен, мы не успели с тобой познакомиться, конечно. Но почему ты вступил в оберег? Мне нужно кормить семью. Но, кроме того, заменить чем-то несбывшуюся мечту. А о чем была твоя мечта? Я мечтаю стать гвардейцем при нашем светлом губернаторе. Эй вы, хватит болтать. И так опаздываем. Да и ни черта не сделали. Собирайте капсулу и двинули дальше. Они собирают ядовитый снаряд? Похоже на то. Он больше не мог находиться здесь. Как думаешь, почему Total Civic пользуется спросом? Эй, приятель. Что происходит? Переживаешь, Ник?
Что-то здесь не то. Что все это значит? Ничего особенного. Просто проснись. Что? Проснись. Проснись, говорю. Что ты здесь делаешь? Я решила проведать тебя. Выглядишь растерянным. Просто снится тут всякое. А как твои дела? Терпимо. Не считая того, что ты опять вляпался в неприятности. Вроде этого турнира. Мы оба тогда погорячились. Мы? Дурак, а кто послал меня к чертям первый? Ладно, не заводись. Я хочу извиниться, раз уж выпал момент. Я в самом деле зря нахамил тебе. А знаешь, я не злюсь. Я тоже была не права. Не во всем. Спасибо тебе, ты тогда привела меня в порядок. Кто-то должен был этим заняться. А Феликс скорее свернет тебе шею, чем приведет в порядок. К слову о нем, мы недавно познакомились получше, в том числе и с другими ребятами. Теперь я могу быть уверена, что ты не пропиваешь все свои деньги. Люди они очень даже порядочные. Да, не пропиваю. Итак, теперь мы представляем вам снова нашего участника Николаса, а также уважаемый Иди, боец. и невероятно Потом сильный поговорим, когда южанин будет что Джавад. обсудить. До встречи, Анна. Очередной слабак. Ого! А наш южанин, оказывается, знает толк в представлении себя противнику. Николасу следует понабраться манер у него. Деритесь, бойцы! Как он ему дал? Проклятие. Останавливайся! Прикончи его! Тебе все еще мало? Ну и удар у него. Эта свинья получила по заслугам. Мой удар у тебя.
Скоро мой выход на бой. Посидишь со мной еще немного? Конечно, Ник. Я обязательно постараюсь прийти.